Всем привет! Обычно система частиц ассоциируется только с визуальными эффектами, но на самом деле с ее помощью можно создавать полноценные игровые механики. Например, создадим фаербол, который отталкивает объекты, воспроизводит эффекты при столкновении и вызывает нужные события у цели. И все это с минимальным количеством кода. Приступим и подготовим все необходимое. Для начала добавим систему частиц и настроим параметры в модулях main и shape, чтобы частицы летели по нужной траектории с небольшим разбросом и под углом. А в качестве цели будем использовать куб с компонентом RigidBody, закрепленный с помощью джойнта. Чтобы снаряды могли сталкиваться с объектами на сцене, включим модуль Collision у системы частиц и выберем тип столкновения World. Укажем Lifetime Loss равной единице. Теперь снаряды будут исчезать после столкновения и не отскакивать. Здесь же можно отрегулировать силу столкновения частиц с объектами RigidBody. В результате получаем частицы, способные отталкивать другие объекты. Важно, что частицы не взаимодействуют между собой и с другими системами частиц, так что для сложных взаимодействий между снарядами этого подхода будет мало. С физикой и столкновениями разобрались. Теперь научим объекты отвечать на попадания, включать анимации, получать урон и запускать нужные эффекты. Сначала активируем опцию Send Collision Message. В модуле Collision это позволит системе частиц отправлять события о столкновениях в прикрепленный к ней компонент, и мы сможем обрабатывать их в коде. Создадим для этого скрипт. Назовем новый класс ParticleShooter и реализуем встроенный метод onParticleCollision, который вызывается, когда одна или несколько частиц сталкиваются с объектом за один кадр. Чтобы получить информацию о всех столкновениях, используем метод getCollisionEvents у системы частиц. В каждом событии можно узнать место столкновения, нормаль, скорость частицы и другие параметры. Чтобы было куда применить данные параметры, нам понадобится скрипт для нашей цели, реализующий реакцию на столкновение с частицами. Создадим новый класс и назовем его Collision Reaction. В этом классе добавим метод react2hit, который будет принимать точку столкновения и нормаль к поверхности. Пока что мы не будем использовать переданные параметры, но обязательно вернемся к ним позже. Также создадим дополнительный компонент Color Effect, который будет отвечать за смену цвета объекта. Не будем подробно останавливаться на его реализации, в моем случае это простая твин-анимация, изменяющая цвет материала. Теперь свяжем оба компонента. В Collision Reaction добавим ссылку на Color Effect и вызовем у него метод Play внутри react2hit. Вернемся к компоненту ParticleShooter. В методе onParticleCollision попробуем получить от объекта компонент Collision Reaction. Если он найден, вызовем у него метод react2hit. Теперь вернемся на сцену. Добавим и настроим созданные компоненты. Компонент ParticleShooter добавим к нашей системе частиц, а компонент Collision Reaction и Color Effect к нашей цели. Теперь при попадании частиц в цель она не только будет отталкиваться, но и менять цвет. По умолчанию система частиц сама генерирует снаряды, но вы всегда можете взять это под контроль, например, выпускать частицы по нажатию кнопки. Вернемся в класс ParticleShooter. Чтобы реагировать на ввод пользователя, реализуем в классе ParticleShooter метод update с проверкой нажатия кнопки. Вызываем метод emit у системы частиц с параметром равным единице для создания одиночного снаряда. Не забудьте отключить модуль emitter у системы частиц, если хотите полностью управлять появлением частиц вручную. Подобный прием можно использовать для создания эффекта разлетающихся осколков в точке попадания. Подготовим для этого систему частиц и поместим ее в нашу цель. Перейдем в класс Collision Reaction. Добавим ссылку на систему частиц и в методе react2hit вызовем метод emit со случайным значением количества частиц для показа эффекта. Чтобы задать начальное положение, вращение и прочие параметры частиц, можно использовать перегрузку метода, принимающего emit parameters. Но проще всего заранее разместить систему частиц в нужном месте. Теперь у нас полный контроль над системой частиц. Мы можем стрелять ими в нужный момент или запускать эффекты в разных точках, при этом используя только одну систему частиц. Вернемся к нашим снарядам, чтобы задать им эффект при столкновении. Для этого используем модуль SubEmitters. Он позволяет запускать дополнительные эффекты без написания кода. Добавим заранее подготовленные системы частиц, которые будут проигрываться при столкновении и жизни исходной частицы. Для эффекта при столкновении выбираем события Collision или Death. В нашем случае это не важно, так как частица уничтожается при столкновении. Обратите внимание, SubEmitters создают частицы в позиции родительской частицы, но не привязаны к ней и двигаться вместе с ней не будут. Итак, мы превратили простую систему частиц в боевой снаряд с физикой, столкновениями и реакцией цели на попадание. Все это без сложных механик, пулов, контроллеров, вручную управляемых объектов и с минимальным количеством кода. На этом все. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь. Пока-пока.